Здравствуйте, друзья! В 2025 году практически все генеративные модели работают на одном уровне качества. В каждой из них можно получить хороший результат, который в большинстве случаев потребует доработки текстур, деталей и размеров для коммерческого использования. Разница только в интерфейсе, деталях, наборе функций и в цене. Подписки на инструменты могут оказаться выше, чем прибыль от их использования. В своем выборе я ориентируюсь на стоимость, функционал и пользовательский комфорт. По этим критериям моим фаворитом стала генеративная платформа, которая за единоразовую оплату дает вечный доступ к самому широкому на рынке генератору изображений. Давайте посмотрим, как эта штука, которой я пользуюсь 4-й месяц, работает на практике. Это краткий обзор в дополнение к текстовому описанию на моем сайте и на канале Telegram Atelier AI контента. О цене и условиях приобретения я расскажу в конце. Знакомство с платформой мы начнем с публичной ленты сообщества, где пользователи при желании делятся своими работами в режиме реального времени. Это хороший способ разбудить вдохновение, если оно вдруг заснуло. Понравившийся здесь визуал можно легко адаптировать для своих задач, скопировав промпт или просто нажав на кнопку регенерации. Если вы любитель тонких настроек и вам нравится лично добавлять разные лора, играть методами сэмплирования, количеством шагов генерации, вручную задавать ширину и высоту кадра, то наша платформа вам не подходит. Здесь все настроено под капотом. Она для тех, кто нацелен на получение быстрых результатов без траты времени на настройки. Вам достаточно понять особенности режимов работы разных функций, чтобы идти к цели кратчайшим путем. Хотя интерфейс прост и понятен, широкий набор функций платформы может запутать на первых порах. Я покажу на личном опыте, как и для чего лучше использовать основные из них, и в чем сила каждого. Все примеры будут в рамках моей подписки премиум. В базовой подписке могут отсутствовать некоторые показанные функции. Первая функция платформы – это генератор изображений на основе текстовых запросов в режиме и дизайнер изображений. Вы пишете описание изображения на английском языке, а искусственный интеллект создает визуальный контент. Чтобы получить доступ к дополнительным настройкам генерации, нажмите на кнопку настроек. Для изменения доступны 12 параметров. Размер кадра, папка для сохранения результата, приватный или публичный режим генерации, количество генерации, стиль, освещение, настроение, цветовая палитра, тип визуала, перспектива, локация, тип композиции. Сила этого режима не в качестве деталей и текстур. Для этого есть другой режим, который я покажу чуть позже. Его сила в скорости генерации и быстрой проверке влияния на результат разных вариантов настроек. А суперсила в создании промптов, когда у вас есть только несколько слов для темы. Напишите эти несколько слов и нажмите кнопку «Улучшатель подсказок». Искусственный интеллект напишет подробный промпт. Покажу работу в этом режиме на примере темы Курбан-Байрам. Стоковый визуал, для которой рекомендуется создавать как раз в апреле. Результаты генерации попадают в ваше персональное пространство. Здесь можно создавать новые папки, что упрощает дальнейшую работу. Теперь у нас есть промпт и несколько вариантов генераций. Если не понравился никакой, нажимаем на кнопку повторной генерации и меняем параметры и промпт. Понравившийся вариант отправляем на доработку в режим улучшенного дизайнера текста и рук. Сила этого режима в улучшении качества и детализации не только текста и рук, но и всего визуала в целом. Можно сразу начинать с него, особенно если у вас уже есть готовый промпт. Но здесь также доступна функция «Улучшатель подсказок», с которой мы уже знакомы, для создания промптов по нескольким ключевым словам. А суперсила – функция «Зеркальная магия», которая создает подробные подсказки на основе любого вашего изображения размером до 2 МB. В этой вкладке можно создавать 10 разных типов изображений. Иллюстрации, фотореализм, логотипы, изображения животных, дизайн футболок, визуал для соцсетей, бесшовные фоны, постеры, стикеры и разного типа открытки. Следующий режим – иллюстрация искусственного интеллекта. Он предназначен для стилизации изображений. Можно использовать готовый промпт или краткую идею на английском в любом из 55 предустановленных стилей, количество которых постоянно увеличивается. Сила этого режима в быстром получении графики в определенном художественном стиле. А суперсила, когда фантазия на нуле, в кнопке «Вдохнови меня». Она появилась буквально на днях.
Платформа по этой кнопке сама придумает промпт и создаст интересный визуал. Любое изображение через кнопку кисточки можно отправить в редактор в стиле Canvas. Он позволяет работать со слоями, импортировать элементы, удалять фон у объектов, добавлять графические элементы, текст и применять базовые корректировки. В этом редакторе можно не только править свои генерации, но и создавать изображения с нуля. Здесь же есть виртуальная примерочная для демонстрации разных товаров и аксессуаров на разных моделях и в разных локациях. Для моих задач этот режим не нужен, а правку изображений я предпочитаю делать по старинке в Photoshop. Доступные на платформе функции не ограничены теми основными, что мы сейчас рассмотрели. Просто посмотрите на экран, чтобы понять, что здесь есть еще. Из самого последнего, над чем команда создателей работает прямо сейчас, это агенты по созданию разного визуала. Например, детских раскрасок и книг в разных жанрах. При этом платформа по вашей короткой идее, небольшому тексту из нескольких буквально слов напишет большой текст, промпты и сделает все иллюстрации в выбранном вами стиле. Сейчас доступно для детских раскрасок 30 страниц, а для книг 25. Количество страниц постоянно увеличивается. Буквально еще вчера в книгах можно было сделать только 10 страниц, а сегодня это уже 25. Учитывая широкий набор функций и модель оплаты, платформу можно рекомендовать SMM-менеджерам, контент-маркетологам, владельцам разных бизнесов, создателям стоковых активов, начинающим дизайнерам, блогерам, педагогам, авторам книг, студентам. Основное преимущество – универсальность, широта функций и низкий порог входа для выполнения разных задач по созданию графики. Есть два тарифных плана. Базовый за $49 и премиум за $147 с единоразовой оплатой. Оба бессрочны, включают коммерческую лицензию, которая разрешает использование созданных изображений в коммерческих целях, в том числе для продажи на стоках или в других проектах. Дополнительный бонус – участие при желании в партнерской программе с выплатой до 40% комиссионных. Подведем итоги. Плюсы. Выгодная модель единоразовой оплаты, наличие коммерческой лицензии, низкий порог входа, широкий набор инструментов, все в одном. Минусы. Работа только с растровой графикой, нет SVG. Необходимость контроля качества и отбора генераций. Результаты для коммерческого использования зачастую требуют постобработки и стороннего апскейла, что, впрочем, характерно для всех подобных платформ. Некоторые функции доступны только в премиум плане. Художник – многофункциональный инструмент, реальная ценность которого гораздо выше его стоимости. Он может стать хорошим помощником для создания визуального контента, особенно когда бюджет ограничен. Если вы ищете доступное и универсальное решение без ежемесячных платежей и ограничений, стоит его рассмотреть. Моя партнерская ссылка на платформу в описании видео. При покупке по этой ссылке я готов поделиться с вами своим опытом и консультировать по эффективному использованию платформы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь для обзоров полезных инструментов и удачи в ваших проектах.